Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G глобальной версии. Вы ощущаете, сколько здесь различных словечек? Не забудьте подписаться на канал с колоколом, подобных обзоров довольно много на канале. Я надеюсь, что вы посмотрите их для того, чтобы сравнить. Почему? Потому что лицо одно и то же, то есть мое, лифт один и тот же, и условия плюс-минус одинаковые, соответственно, вы можете сравнить, как отрабатывают микрофоны, как отрабатывает основной модуль. Я могу получить своих верных подписчиков или неверных, а вы можете получить уникальный контент, который мало где встретишь, потому что, разумеется, не каждый из великих и ужасных представителей Поднебесной хочет видеть работу своей камеры, которую они допиливали в течение полугода. Почему полугода? Потому что около 6 месяцев назад я делал обзор на Redmi Note 13 Pro Plus 5G, точно такой же в китайской версии. К слову, на него обзоры тоже на канале есть. Посмотрите, что-то изменилось или нет. По мне ничего не поменялось. Может быть, я не прав, может быть, я заелся, как многие говорят, а может быть, Xiaomi заелись. Почему? Потому что максимальное разрешение для съемки видео здесь 4К 30 FPS. Я не понимаю, почему меня многие поправляют по поводу того, что такая же стоимость стоимость у Samsung A54 какого-то лешего, у кого-то $400, здесь $300. По факту здесь $280 в китайской версии и 310 баксов на сейле в обычной версии глобалки, либо глобалка без обычной версии. Здесь выходит 34-35. Я не знаю, откуда у них такой рандом по ценам, потому что курс на Али, допустим, вчера ливанул вниз, а в итоге сегодня с утра какого-то лешего смартфон стоил 30 500, сейчас он стоит 34 500. Может быть, на момент этого обзора он будет стоить опять 30. Но китайская версия этого смарта, которая по большому счету только бендами отличается, там русский язык можно накатить, она стоит 28,5. Вот от этого мы и танцуем, и от этого и отталкиваемся. И заодно плюс вы увидите, как отрабатывает камера. Повторяюсь, всем, кого раздражает сама подача либо звук, отключаете звук и просто смотрите, как отрабатывает картинка. Почему? Потому что одним кадром невыгодно делать в такое количество минут никому. Видны фризы, видны какие-то вылетания, работа с цветом, с белым, с фокусом и всем остальным, с аврикам. И, разумеется, помним, что от этого производители не радуются, и вероятность того, что они будут со мной дружить, все меньше и меньше. Но, как говорится, это не важно. Мы пойдем другим путем, и мы пойдем на север. Почему на север? Потому что смартфонов и так хватает. В прошлом году я больше 100 смартфонов купил, продал. Этот я тоже покупал. Притом я покупал лично за космические деньги. Я покупал его, по-моему, за 1040. Но начнем с обзора. Максимум здесь X получается 6, 4К 30 FPS. Кстати, стабилизация повышенная работает только в 1083 30 FPS. 1080p, ну это Full HD, как бы просто уровень дна, даже не 60 FPS, поэтому ее мы тестировать не будем. Жесткий штатив, как всегда, понеслась. Что с коробкой? Пам-пам, чехол серый, который абсолютно не подходит к белому, какой-то странный вырез, который удешевляет смартфон, но это опять же мой субъективный подход. Если говорить о вкусовщине, смарт нормальный. Если говорить про какие-то порты, у него, разумеется, инфракрасник, разумеется, у него нет мини-джека, помимо этого у него фишка в чем? За что вы платите такие деньги? У него есть IP68. И для Xiaomi, для среднячка это довольно такая нестандартная история. Если говорить про яркость экрана, я скачу, давайте по комплекту еще раз. 100-ваттная зарядка, по-моему, 120 ватт зарядка. Здесь за 29 минут он у меня заряжался на 100, и это хорошо. Защита от влаги IP68, я его уже топил, то есть сейчас уже больше суток прошло с того момента, как я его топил. Это делать не стоит, потому что правильно говорят, что есть понятие гидроудара, и когда вы не супер плавно опускаете смартфон в воду, обычно он падает в воду, у вас ничего хорошего не происходит. И это, разумеется, не относится никаким образом к соленой воде, плюс этим смартфоном под водой не поснимаешь, он сразу сбрасывает. Я пытался снимать. Он живой, не сбросил, видео сбросил, все, не зачет ему. Это не GoPro, которую, кстати, я тоже утопил, как вы помните. Переходим дальше с комплектом, разумеется, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Помним, что резиночки у сим-карт постепенно приходят в негодность, поэтому, точнее, у вот этого слота прорезиненного, потому что через год влагозащита уже будет как минимум меньше.
Ну и, разумеется, от того, что вы его утопите, вряд ли вы сможете его поменять. Но это уже другая история, все та же история. Это комплект все-таки шикарный по сравнению с какими-нибудь Samsung'ами, но не по сравнению с Huawei. К слову, вот его мы будем уже на PolzaNet стримы прожаривать через час. Вот. Он точно не первое, ну, он первое место у DxOMark, но точно не лучший смартфон по фото и видеосъемке однозначно. Потому что пусть даже это дело не очень хорошо снимает, но по камерам можно долго и упорно придираться без 8К. Возвращаемся к Redmi. Максимальное разрешение здесь для съемки видео 4К 30 FPS у основного модуля, и оно, по мне, ни к селу, ни к городу. То есть, что ты сделаешь с 30 FPS? Ты просто ее поставишь на штатив и будешь думать, что у тебя все плавно. Нет, все равно вылетают кадры. Притом, если у вас в оперативке будет какие-то приложения, вот я заметил, что я раза 4 начинал, кстати, этот ролик, что это дело будет вылетать. Если говорить про процессор, он здесь позорнейший, 7200 Ultra, выбивает 700 с лишним тысяч баллов в Antutu. Почему позорнейший? Потому что за 30 тысяч рублей да, за 28 тысяч рублей да. А вот когда ты говоришь уже про 35, и здесь рядом маячит Poco X6 Pro, Poco X6 за 18-24 тысячи рублей. Ну чего? А за что вы будете платить? За суперсъемку я ее здесь не вижу. За суперфотографии их здесь тоже не особо много. С одной стороны. С другой стороны, повторяю, что здесь очень большой шаг вперед в плане влагозащиты. Так вот, 700 тысяч баллов в Antutu что нам дает? По большому счету вы можете посмотреть PolzaNet стримы про жарку в играх. Ничего. То есть он не становится от этого супер смартфоном в плане игровых возможностей. Повторяю, что этого процессора не хватает даже, чтобы вытягивать 4К 30 FPS достойно. По мне, он подтормаживает. У него вылетают какие-то кадры, и, если честно, меня чуть-чуть раздражает, как он снимает. Он снимает, если статично, то неплохо, но только ты начинаешь двигаться, и картинка начинает просто крашиться. Я очень сильно делаю упор на камеры, да и, в принципе, вы сейчас смотрите обзор для того, чтобы увидеть, как камеры работают. Потому что в каких-то моментах он меня разочаровал. По детальности, да, когда ты делаешь фотографии и сравниваешь с смартфонами, у которых сенсор на 50 мегапикселей, а не 200, где-то как-то он выигрывает. Но общая картина, учитывая смазы и все остальное, оставляет желать лучшего. Почему лучшего? Потому что можно взять Samsung A54. Я его, кстати, сравнивал в обзоре с Samsung S24. Понятно, что многие скажут, что какого лешего стоимость абсолютно разная. Но, опять же, если брать Авито, вы идете туда и смотрите, сколько S24 60. Ну, в общем, мне было интересно. Я надеюсь, что те, кто смотрели обзор, было им тоже интересно. Не разница в стоимости в 2 раза, но по камерам это не 2 раза разница в стоимости. Это я хвалю сейчас Redmi, если что. Если говорить про железо, почему я его не особо хвалю, потому что ему полгода. То есть вы можете посмотреть на основном канале PolzaNet на обзор на этот смартфон, только китайской версии, ничего тут не поменялось. Исключительно прошивка. И я смотрел фото, видео, опять же, с них примеры. Полгода назад практически, 4 месяца, 96 тысяч просмотров у ролика. Не особо много, но, опять же, китаец. Кому нужен китаец без бендов? Но Smart не особо куда-то ушел вперед. То есть оптимизации у него не добавили. 700 тысяч баллов в Antutu это не... Это показатель того, что он не может тянуть видео, запись прям шикарно, он не может ничего обрабатывать. Да, с фотографиями он кое-как справляется, но со всеми остальными задачами это на тоненького. И говорить, что это средняк, опять же, откуда у меня такой негатив к процессору? К тому, что у нас есть iQOO Neo 9 за 30 тысяч рублей, 34-32, где кто как найдет. И у него Snapdragon 8 Gen 2, и там все прям вау. И здесь у нас Xiaomi должно демпинговать, должно, вот свое старое железо, объективно оно старое, 5 месяцев назад, там полгода почти прошло, как они его продают. Продайте людям по 260 баксов, просто обрушьте рынок, чтобы все такие вау, побежали, покупали. Нет, они лупят цену в $350, потом какие-то скидки делают. И в итоге что мы имеем? Мы имеем какой-то днищенский процессор. А если говорить про камеры, это про камеры. 4К 30 FPS, серьезно, ну не смешно же. И я же напрягся, рассказываю.
Кратко, 700 тысяч баллов в Antutu неплохо. Все это неплохо, когда мы думаем о цене в 28-30 тысяч рублей. Во всех остальных случаях, я думаю, что это оверпрайс. И помимо iQOO Neo 9, ладно, там бендов не хватает, есть еще чертова туча аппаратов, которые будут Nord 3, пожалуйста, OnePlus-овский. Тоже 32-34 тысячи, глобалка. Чем не смартфон? И он уделывает Redmi, этот бедный, по полной программе. Это Redmi, это даже не... Ну, это Xiaomi Redmi, ну окей. Но это их дешевая реинкарнация. Где здесь дешево? Или по сравнению с там Xiaomi 14, который 73 стоит. Я его, кстати, купил за 77. Кто-то берет его с планшетом. Я почему-то думал, что планшеты они раздают Mi Pad 6, а они раздают SE планшет за 96 тысяч. Ты покупаешь планшет и смартфон, и такой, а зачем? Потому что планшет сам по себе дешевый. Лучше купить смарт отдельно. Но, опять же, у всех своя история, потому что ты не продашь этот SE дорого, а SE, он сам по себе не супер фееричный планшет. Они их и раздают, потому что никто их не покупает за эти деньги. Вот такая лирика получается в этом обзоре. Почему? Потому что зацепиться есть за что. Смартфон стоит своих денег, тридцатки. Свыше тридцатки со скрипом, прям вообще со скрипом лютым. Может быть, говорю, стоит вообще на китайскую версию посмотреть, если у вас прям так душа лежит. И опять же, почему бегут покупать этот смартфон? Здесь же две причины, не только IP68, такая супер причина, но еще и eSIM. А в китайской версии eSIM нет. Вот и танцуй. И, ну и плюс еще перевод. И вроде бы, когда там сальдо 3000 рублей, 31-28, это мелочь. А когда сальдо у тебя уже пятерка или там шестерка, то это уже абсолютно другое устройство, другого класса. Так, он не вылетел, 12 минут я о нем рассказал. Про игры ничего фантастичного, про видеосъемку вы видите сейчас сами. Про какие-то внешние особенности, никакой там металлической рамки премиальной у него нет. А по поводу экрана яркости хватает, 800 люксов он выдает, там 780. И в пике рандомно он выдает. Он то выдает там 1700 люксов в пике, то 1100. Я его не понял. Но мне кажется, он сам себя не понял, потому что МТК 7220 Ультра, сейчас мне напишут 50 человек, которые продают эти бедные смартфоны, что МТК это норма, вообще чего ты там, у него GPS там 1 метр точности, который хуже, кстати, чем Qualcomm-овский, высаживает батарею только на ура. Но в целом моя миссия была показать, как работает камера. Камера работает хорошо. Моя миссия еще напомнить, что здесь, в отличие от Samsung, каких-то даже самых дешманских, нет возможности переходить с основного модуля на фронталку в стоковой камере, и это плохо. Но есть возможность паузы и есть возможность фотографии. Поэтому подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, на что бы еще хотели увидеть обзор, и пишите обязательно, чтобы я продолжал этот банкет, потому что я занимаюсь каннибализмом. На YouTube это так называется, когда у меня на основном канале много просмотров, а я забираю на другие каналы, такие как для стримов, и вот этот канал просмотры специфичные. Но с другой стороны, мы полностью это дело обозреваем так, чтобы комар носа не подточил, и вы все могли в сумме оценить для себя и сделать какой-то вывод. Напоминаю, что ко мне тоже, и вот к моему контенту нужно относиться из разряда «я ищу недостатки», вы ищете достоинства, и рекламщики ищут достоинства, и где-то посередине вы сможете принять решение, чтобы сэкономить себе же средства. Включаем голову и решаем. Говорю, за тридцатник отличный смарт. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.